Глава 71. Порошок чистого духа. Хань Ли молчал, сдвинув брови. Он как раз закончил щупать пульс старейшины Ли и осматривать его язык. Он сделал предварительный вывод о том, что этот яд был смесью различных ядов, так же, как и ароматические намотки шелка, которые он использовал раньше. Хань Ли не имел возможности удалить яд путем устранения одного типа яда. Он мог только попробовать использовать чистый спирт, порошок и другие нетрадиционные методы. Подумав об этом, Хань Ли тайно проклинал других врачей, которым не хватило мужества, чтобы удалить яд, тем самым оставив его с этой нелегкой проблемой. Через некоторое время старейшина Чжао не мог больше сдерживаться и спросил: «Вы маленький ребенок. Вы можете спасти старейшину Ли или нет? Скажите что-нибудь». «Старейшина Чжао, вы слишком нетерпеливы. Разве вы не видите, что доктор Хань пытается придумать решение? Больше терпения». Прежде чем Хань Ли ответил, лидер секты Ма, кто стоял рядом, в очередной раз прикинулся союзником Хань Ли и дразнил старшего Чжао. Старейшина Чжао вытаращил глаза и открыл рот, словно хотел что-то сказать, но Хань Ли не стал ждать, пока он начнет говорить. Он покашлял, чтобы остановить дальнейший разговор. Кашель Хань Ли привлек удивленные взгляды людей в доме. В этот момент Хань Ли вспомнил, что хоть ему и было лишь чуть больше 10 лет, он, хоть и несколько комично, кашлял, как старик. Ирония ситуации, однако, не имела значения. Он завершил свою миссию и не хотел слушать возражений. Это смесь разных ядов, что делает ее очень трудной для удаления. Я не могу обещать, что я смогу полностью удалить эту отраву, но я могу попробовать. Процесс удаления яда является рискованным, и он может даже ускорить смерть старейшины Ли. Вы все еще хотите, чтобы я продолжил? Хань Ли чувствовал себя неловко и закончил выступление. По его мнению, было бы лучше не принимать усилий, чтобы удалить яд, видя, что его шансы на успех были не очень благоприятными. Слова Хань Ли заставили членов семьи посмотреть друг на друга. Никто не решался согласиться и позволить ему немедленно начать извлекать яд, но они знали, если не Хань Ли, никакой другой врач не сможет вылечить старейшину Ли. Через некоторое время жена старейшины, госпожа Ли, вдруг спросила: «Доктор Хань, каковы шансы на успех в спасении моего мужа?» 50%, сказал Хань Ли без колебаний. Очень хорошо. Доктор Хань, пожалуйста, сделайте все, чтобы спасти его. Если что-то случится с моим мужем, это будет по воле небес. Я никогда не буду держать обиду на вас, доктор Хань, ответила госпожа Ли, немало не колеблясь, держа ум в хладнокровии, чего Хань Ли не ожидал. Сестра, ты не собираешься передумать? Я считаю, что это очень рискованно, учитывая, что этот врач очень молодой. Старейшина Чжао сказал слегка озабоченно и хотел отговорить госпожа Ли от чрезмерно импульсивных действий. Я обдумала все тщательно. Если доктор Хань не удалит яд, мой муж не переживет эту ночь. Почему бы не рискнуть и попробовать, даже если там только 50% шансов на успех? Склонив голову, тихо сказала госпожа Ли. Это. Старейшина Чжао не мог произнести ни слова. Хань Ли коротко взглянул на других людей, и, видя, как они не противятся решению госпожа Ли, он снял зеленый фарфоровый штоф из своих лекарственных мешков. Из бутылки он достал красные лекарственные таблетки. «Кто-нибудь принесите миску теплой воды, растворите таблетку в воде и дайте старейшине Ли ее выпить». «Я пойду», — ясный и мелодичный голос раздался перед Хань Ли. Сразу после ответа Чжан Сюэр с заплаканными глазами, ранее стоявшая в стороне, двинулась к выходу. Ли Фэю смотрел рассеянно на нее. Это вызвало у Хань Ли нежелание помочь, но чувство презрения к Ли Фэю. Мгновение спустя Чжан Сюэр вернулась с беспомощным лицом и пустыми руками. Ли Фэю следовал за ней, осторожно держа маленькую белую фарфоровую чашу. Толпа в комнате, наблюдавшая за этой сценой, не могла в душе не улыбаться. Они были счастливы видеть эту сцену, что заставило покраснеть Чжан Сюэр. Их руки касались друг от друга.
Реакция Чжан Сюэр снизила нервную атмосферу в помещении, сняла напряженность в сердцах людей. Ли Фэю отдал чашу госпоже Ли. «Доктор Хань, пожалуйста, проверьте, хватит ли этой чаши воды». Госпожа Ли повернула голову, чтобы спросить мнение Хань Ли. «Хватит». Хань Ли провел взглядом над белой чашей. Затем он взял чашу в одну руку и бросил лекарственные таблетки в воду. В мгновение ока вся вода окрасилась в красный цвет. Старейшине Ли надо сразу выпить. Женщины более осторожны, так что будет лучше, если вы выполните это задание. Хань Ли протянул чашу госпоже Ли. Госпожа Ли поспешно согласилась, не смея отказать Хань Ли. Как она могла невнимательно слушать того, в чьих руках была жизнь его мужа? Только что это за лекарство? С широко раскрытыми глазами старейшина Чжао спросил с трепетом, озвучивая вопрос, на который каждый в зале хотел знать ответ, когда смотрел, как госпожа Ли вливала лечебную воду из большой чаши в рот старейшины Ли. «Это своего рода противоядие, которое я лично состряпал. Надеюсь, оно будет эффективно против яда в теле старейшины Ли», — ответил Хань Ли. Он не хотел, чтобы другие люди знали о существовании порошка чистого духа. Лучше бы ему не высовываться, чтобы это священное противоядие не принесло ему головной боли. Спустя какое-то время покрывало темного воздуха, закрывающее лицо старейшины Ли, стало отступать, постепенно возвращая естественный цвет лица. Пятна яда на его теле превратились из темных в светлые и начали сжиматься. С этих очевидных изменений даже посторонний человек мог бы сказать, что яд в теле старейшины Ли был постепенно ликвидирован, толкая старейшину Ли на путь восстановления. Увидев это, люди в этой комнате не могли не светиться от счастья, и они смотрели на Хань Ли в совершенно новом свете. Только старший Чжао не смог полностью изменить свой взгляд на Хань Ли. Носом он издал звук «хэн», но выражение его лица стало лишь немного мягче. Видя, что он не предпринял какие-либо другие шаги для облегчения яда, как старейшине уже стало лучше, Хань Ли был поражен. Эффективность порошка чистого духа полностью превзошла его ожидания. Его следующей мыслью было, что, возможно, яд у старейшины Ли был не столь силен, как ему показалось. Ввиду этих положительных сдвигов у Хань Ли возникли некоторые проблемы, и на то были две причины. Первой причиной было то, что он только что сказал, что процесс излечения от яда содержит в себе некоторый риск, но яд оказался легко развеян. Другие могут подумать, что он намеренно обманул их. Разве это не пощечина по лицу? Во-вторых, если порошок чистого духа был настолько эффективным в устранении яда, почему он не мог уничтожить яд в собственном теле? Это заставило его чувствовать еще больший гнев и озабоченность по поводу яда в своем теле. Глава 72. Удаление яда. Хань Ли проклинал все внутри себя, но внешне он молча сохранял улыбку на лице. Для того, чтобы сохранить свой образ бога медицины, он должен действовать так, как будто он спланировал все заранее. Спокойный внешний вид Хань Ли помог ему обманывать тех, кто присутствовал, заставляя их верить, что эффективность лекарственных таблеток превзошла его ожидания. Лидер секты Ма улыбнулся очень весело и беззаботно, показывая чувство гордости, как будто Хань Ли уже был его подчиненным. Он сейчас был единственным, кто, скорее всего, сможет заручиться поддержкой Хань Ли, и, как следствие, он засмеялся, радостно и свободно. Но вскоре ситуация кардинально изменилась. Нехорошо. Чжан Сюэр закричала в страхе. Черный воздух на лице дяди. Эти слова заставили каждого всполошиться. Некоторые из них собрались вокруг старейшины Ли, чтобы поближе взглянуть на него. Старейшина Чжао был среди них. Выслушав Чжан Сюэр, Хань Ли почувствовал, как сердце его остановилось на мгновение, и он не сразу ответил. Вместо этого он медленно переместился ближе к передней части кровати. Госпожа Ли была дотошная дама с острым восприятием, и она поспешно сказала двум юниорам отойти от кровати и освободить место для бога медицины Хань так, чтобы он мог поставить диагноз. Хань Ли, видя, что там было пространство возле кровати, спокойно подошел, чтобы внимательно разобраться в ситуации. Примерно через время, равное сгоранию половины палочки ладана,
Хань Ли стал уверен, что яд не был удален полностью, он оставил за собой слабый и неотчетливый черный воздух на лице старейшины Ли. Дойдя до окончательного вердикта, Хань Ли слегка повернул голову, чтобы взглянуть на Чжан Сюэр, думая, что эта юная госпожа очень сильно разволновалась из-за пустяков. Взгляд Хань Ли содержит немного неодобрения, который был обнаружен Ли Фэю, кто постоянно смотрел на Чжан Сюэр. Он посмотрел на Хань Ли, не желая допустить, чтобы Хань Ли обидел богиню его сердца. Хань Ли молчал. Казалось, что после того, как Ли Фэю попал в силки любви, он будет ценить возлюбленную выше друзей. Хань Ли вернул свое самообладание и продолжал внимательно изучать состояние старейшины Ли, отказываясь казаться простачком, которого может легко сбить с толку женщина. Кроме черного воздуха на лице старейшины Ли, пятна яда в его теле, по достижению размера Сои, сохранили свой размер. Из-за остатков яда в его теле, старейшина Ли по-прежнему оставался без сознания. Видя сложившуюся ситуацию, Хань Ли знал, что он может, наконец, был в состоянии использовать свой запасной план, и ему не придется беспокоиться о лжи. Это было правильное время, чтобы продемонстрировать свою дальновидность. «Принести чашу, полную чистой воды», — проговорил Хань Ли с уверенностью. На этот раз задача не упала на Чжан Сюэр. Мажун выскочил вперед. Хань Ли обернулся и торжественно сказал старейшине Цань и лидеру секты Мо: «Далее, мне потребуется 2 человека, чтобы помочь мне, используя свою внутреннюю силу, заставить яд в теле старейшины Ли двигаться в сторону нескольких ключевых акупунктурных точек. Тогда я буду использовать метод иглоукалывания для освобождения крови и детоксикации яда, выдавливая яд из его тела. Вы сможете справиться с этим?» Лидер секты Ма повел глазами с неопределенностью, но он все равно согласился. Старейшина Цань, с другой стороны, холодно кивал головой и просто соглашался. «Почему нужно использовать именно этих 2 людей? Разве я недостаточно квалифицирован, чтобы помочь?» Старейшина обратился к Чжао, к сожалению, полагая, что Хань Ли недооценил его. Хань Ли тихо вздохнул, зная, что он должен был все четко объяснить этому упрямому человеку. Смешанная круговая сила должна быть основана на внешней технике боевых искусств. Таким образом, в отношении чистоты внутренней силы, я считаю, что лидер секты Ма и старейшина Цань гораздо больше подходят, ответил Хань Ли теплым голосом. Это тактичный ответ Хань Ли заставил старейшину Чжао потерять дар речи. Хань Ли не чувствовал никакой обиды на этого шута и сказал остальным людям в комнате с командирским тоном: «Все, кроме вице-лидера секты Ма и старейшины Цань, пожалуйста, выйдите сейчас». Метод, чтобы удалить яд из старейшины, не подходит для того, чтобы люди смотрели на это. Он требует абсолютной тишины, мы не должны быть обеспокоены другими. Когда Хань Ли закончил говорить, его слова заставили людей в комнате чувствовать себя глупо. Госпожа Ли поняла первой, а она почтительно сказала: «Я ухожу от мужа, доверяя его в ваши руки». Она была первой, чтобы незаметно покинуть комнату. По ее примеру вышли и остальные. После Марон привез тазик с чистой водой, Хань Ли сразу же поспешил и плотно закрыл дверь комнаты, оставив толпу растерянных людей смотреть друг на друга в тревоге за пределами номера. Четверть часа прошло, но дверь все еще была закрыта. Хотя единственной преградой, отделяющей толпу от комнаты, была дверь, ни один звук не был слышен изнутри. Это своеобразное молчание сделало толпу людей, которые ждали новостей, раздражительными и беспокойными. Тень сомнения закралась в каждое сердце, и даже госпожа Ли, которая первоначально, казалось, была спокойна, обрела некоторые намеки на беспокойство, не говоря уже об инфантильном старейшине Чжао, который расхаживал по гостиной туда и обратно бесчисленное количество раз. Когда люди в гостиной совсем было потеряли терпение, дверь комнаты открылась с чжи звуком. Толпа машинально перевела на мгновение свои взоры. Атмосфера сразу стала тяжелой и беспокойной. Хань Ли спокойно вышел. Его усталость была заметна на его лице, но когда он увидел толпу людей и их напряженные взгляды, он слегка улыбнулся. Теперь все в порядке. Остаток яда был полностью удален, и после хорошего ночного отдыха завтра старейшина Ли очнется.
Хань Ли произнес эти слова с большой уверенностью. В действительности он сам не думал, что удаление яда будет проходить так гладко, не было даже и малейшего осложнения. Услышав эти слова, госпожа Ли и остальные улыбнулись один за другим, их изначально удручающие взгляды исчезли. Несколько импульсивных человек хотели вломиться и посмотреть, но Хань Ли протянул руку и остановил их всех. Тело старейшины Ли в данный момент очень слабо, и лучше, чтобы не слишком много людей входило, и не было громких звуков, чтобы ускорить изгнание яда. Лидер секты мои старейшина Цань потратили много внутренней силы и в настоящее время восстанавливают свое дыхание. Я думаю, что чем меньше людей войдут, тем лучше. В лучшем случае, будет хорошо, если госпожа Ли будет единственной, кто войдет, сказал торжественно Хань Ли госпоже Ли. Выслушав эти новости, госпожа Ли не могла думать ни о чем. Она быстро кивнула головой и не могла не выразить свою благодарность Хань Ли. Вскоре она бросилась в комнату, чтобы увидеть мужа собственными глазами. Глава 73. Мысли Ли Фэю. Войдя в дом, госпожа Ли почувствовала сильный запах и увидела вице-лидера секты Май старшего Цань, сидевших, скрестив ноги, напротив кровати с закрытыми глазами и в процессе восстановления дыхания. В пространстве между двумя людьми стоял источающий запах тазик черной крови. По словам Хань Ли, их лица были немного бледными из-за большого количества энергии, что они израсходовали ради лечения старейшины Ли. Сердце госпожа Ли вдруг исполнилось благодарности к двум мужчинам. Хотя она не знала ни одного единоборства, из того, что она видела и слышала, она хорошо знала состояние этих двух людей. Она быстро замедлила шаги, тихо подойдя к стойке кровати, и смотрела на человека, лежащего в простынях. Она видела, как старейшина Ли крепко спал в кровати. Болезненный взгляд исчез совсем, хотя его лицо по-прежнему выглядело зеленовато-желтым. Черный ци ушел, и пятна яда на теле исчезли, оставив после себя крошечные шрамы, которые были почти невидимы для человеческого глаза. Видя, что яд почти полностью удален, госпожа Ли не могла не вскрикнуть от радости. Мгновение спустя она вытерла слезы в уголках глаз. Она вспомнила, что она должна вернуться и еще раз поблагодарить Хань Ли, и поэтому она быстро собралась и тихо пошла обратно в гостиную. Как только она вышла из комнаты старейшины Ли, она сразу же была окружена людьми, которые напали на нее с потоком вопросов, которые никогда не заканчивались, поэтому она не имела шанса увидеть Хань Ли. Она не могла не удивиться тому, что Хань Ли отсутствовал, поэтому она торопливо спросила Мажуна и других, куда он уехал. Выслушав их ответ, госпожа Ли поняла, что Хань Ли прописал омолаживающий препарат перед отъездом, проворно извинившись, что не может оставаться ни минуты дольше. Услышав это, госпожа Ли довольно долго молчала, но в сердце она уже приняла твердое решение. Она решила, что когда тело старейшины Ли восстановится, они вместе, муж и жена, должны лично посетить Хань Ли и дать крупную сумму денег в благодарность за спасение жизни старейшины. Госпожа Ли не заметила, что в комнате, помимо бога медицины Хань Ли, был еще один человек, пропавший без вести. Ли Фэй уехал, вместо того, чтобы сидеть около Чжан Сюэр, как постоянная тень. В неизвестном месте у дороги Хань Ли, который недавно покинул дом старейшины Ли, лежал на траве с руками за головой, расслабляясь под сенью пышных и густых деревьев. Только когда он закончил считать до 1000, черная тень внезапно накинулась на его тело. Он стал очень агрессивным, словно он был глубоко раздражен. «Эй! Прекрати поясничать. Почему каждый раз, когда мы встречаемся, ты всегда пытаешься прыгнуть на меня? Я не Чжан Сюэр». После того, как Хань Ли закончил говорить, черная тень ловко развернулась в воздухе, приземлившись на сторону Хань Ли, как свет, как перышко, ее поза была элегантной до крайности. Это был Ли Фэю, который следовал за ним. «Хань Ли, твой темный и смуглый облик постыден по сравнению с госпожа Чжан Сюэр». Услышав его слова, Ли Фэю рассердился и осторожно поднялся. Услышав его ответ, Хань Ли закатил глаза и плавно встал. Похоже, что наш старший ученик предал друзей за возлюбленную. Я действительно неразумен, когда дело доходит до друзей.
Чушь, как ты назвал меня. Вы должны знать, что я наконец-то нашел редкую возможность приблизиться к Чжан Сюэр, но трачу время на встречи с тобой. Если вы не можете сказать что-то стоящее, то, думаю, я могу уйти». Ли Фэю оказался растерян и глубоко возмущен тем, что Хань Ли случайно позвал его. «Я звал тебя. Почему же я не знаю об этом? Я лично сказал это». Хань Ли умышленно притворился шокированным, преувеличивая удивление. «Когда ты вышел из комнаты, ты подмигнул мне. Даже если бы я был слеп, как я мог не понять, что это был намек для меня, чтобы следовать за тобой? Ты что-то хочешь мне сказать? Мне действительно нужно вернуться». Ли Фэю повернулся и ушел, предотвратив Хань Ли от того, чтобы сказать, было ли это блефом. Хань Ли не планировал продолжать подкалывать своего друга. Выражение его лица внезапно изменилось, когда он грозно сказал Ли Фэю: «Не вини меня за ту назойливость. Как твой друг, я хочу кое-что выяснить. Знает ли Чжан Сюэр, что ты принимаешь таблетки и что тебе осталось жить лишь несколько лет?» Услышав эти слова, Ли Фэю замолчал. Его лицо стало смертельно бледным, без видимого намека на кровь. Хань Ли тихо вздохнул, зная, что ему не нужно дополнительно задавать вопрос. Ответ был очевиден по выражению лица Ли Фэю. «Почему ты вмешиваешься в мои дела?» Выражение Ли Фэю было очень скорбно. Наконец, он сказал, после долгой, мучительной паузы. Хань Ли не ответил на вопрос Ли Фэю, напротив, он мягко похлопал друга по плечу, пытаясь утешить его. «Ты, наверное, слышал, что если ты слишком много вкладываешь в отношения, твои печали будут только расти». Хань Ли наконец заговорил после того, как Ли Фэю несколько успокоился. Он сформулировал это с мудрым тоном, делая паузы. «Я пытаюсь вытащить тебя из ловушки, прежде ты упадешь так глубоко, чтобы ты меньше страдал в будущем», сказал с теплотой Хань Ли. Ли Фэю странно взглянул на Хань Ли. «У тебя что, проблемы?» спросил Хань Ли. Он был встревожен взглядом Ли Фэю и поспешно посмотрел на него сверху вниз. «Ты баловник, сколько тебе лет, что ты можешь говорить такое? Почему ты говоришь так, как будто ты старый, умудренный жизнью, когда дело доходит до отношений? Не говори мне, что ты уже испытал любовь к женщине». Ли Фэю вдруг сказал. Конечно, эти слова исходят от чтения книг. Я думаю, что они очень разумные, так что я использовал их, чтобы прояснить это тебе. А так оно и есть. Презентабельный человек с непринужденной внешностью, который так мало знает о сердечных делах. Мне нужны твои пространные мнения. Наши отношения существуют только в моем уме. Ли Фэй выпустил длинный вздох, непрерывно поглаживая собственную грудь, как будто он сильно испугался. Хань Ли молчал. Не меняет ли этот дурак настроение слишком быстро? То он просто говорит о жизни и смерти, то в мгновение ока он снова смеется, как идиот, все-таки он эмоциональный человек. Но Хань Ли был упрям как осел и спросил: «Ты действительно отказываешься от Чжан Сюэр? Ты не будешь принимать меры, когда ты увидишь ее в чужих объятиях?» Ли Фэю сразу стал выглядеть очень холодно. Наполнен злости, он заявил: «Я отрублю руки тем, кто осмелится прикоснуться к Чжан Сюэр. Меня не волнует то, что произойдет после того, как я умру, но пока я жив, госпожа Чжан Сюэр принадлежит мне». Тон его слов мог кого угодно превратить в твердый лед. Глава 74. Техника гравитационных полетов. Хань Ли взглянул на властное лицо Ли Фэю с уважением и молчал, не зная, что сказать. Вдруг, втянув воздух, Ли Фэю попытался вернуть Хань Ли хорошее расположение. Он вдруг подмигнул ему и громко сказал: «Что ты думаешь? Ты не так переполнен своим доминирующим положением и грозными качествами, чтобы пренебречь клятвой верности и преданности мне». Услышав эти наглые слова, Хань Ли не мог не смеяться, потому что он был действительно тронут решительными словами Ли Фэюя. Однако, последние слова Ли Фэю сразу показали его истинное лицо. Хань Ли сурово уставился на него на мгновение и скрежетал своими зубами, прежде чем сказать: «Грозный характер. Я вижу, ты трус.
Ли Фэю совсем не был против такого сурового ответа, он начал громко и очень беззаботно смеяться, по-видимому, он был очень доволен тем, что он может манипулировать Хань Ли. Впрочем, Хань Ли медленно восстановил свое душевное равновесие, и в то время как Ли Фэю все еще смеялся, он равнодушно сказал: «Я напомнил о своем положении, чтобы ты его четко понимал. Теперь я официально прошу тебя еще раз. Ты готов раскрыть свои боевые искусства? Если ты это сделаешь, я мог бы быть все еще в состоянии продлить твою жизнь еще на несколько лет, что позволит тебе жить с Чжан Сюэр в течение длительного периода времени. Ты действительно не рассматриваешь этот вариант?» Смех Ли Фэю вдруг остановился. Его лицо помрачнело, а глаза яростно пронзили замолкнувшего Хань Ли. Но выражение лица Хань Ли осталось тем же и не дрогнуло от его взгляда. По истечении времени нужного, чтобы приготовить чашку чая, Ли Фэю переменил взгляд. Его лицо стало гораздо более доброжелательным. «Хань Ли, я уже сказал тебе, что я определенно не считаю, что добровольно отбрасываю боевые искусства. Я знаю, что ты присматриваешь за мной, но не упоминай больше об этом, ладно?» Сказал он непоколебимо. Его слова содержали мольбу. «Кроме того, неужели ты думаешь, что Чжан Сюэр сможет смотреть на меня, если я стану заурядным человеком без сил даже победить курицу?» Спросил Ли Фэю с насмешливым тоном. Хань Ли молчал. Он повернул голову набок, и его глаза смотрели на дорогу, по которой Ли Фэю пришел. После, спокойно оглядываясь на мгновение, он открыл рот, чтобы сказать: «Поскольку ты уже принял свое решение, я больше не буду пытаться убедить тебя в обратном. Спеши, ты должен уйти прямо сейчас. Надеюсь, что ты и госпожа Чжан Сюэр сможете стать счастливой парой». После этих слов Хань Ли, лицо Ли Фэю немедленно озарилось улыбкой. Он решительно похлопал Хань Ли по плечу несколько раз. «Хорошо, брат, эти слова мне приятны. На сегодняшний день они даже являются словами, которые делают меня самым счастливым. Я уйду первым». В несколько прыжков он продвинулся по проселочной дороге, и его силуэт исчез без следа. Ах, как оно болит! Хань Ли быстро схватился за плечо. Несколько шлепков от Ли Фэю тайно содержали внутреннюю силу, заставляя его плечо опухнуть, а оно выглядело, как маленький красный шар. В этот раз его страдания были не маленькими. Этот дурак в самом деле использовал силу, чтобы отомстить мне только потому, что я ударил по его больному месту, Хань Ли подумал, морщась от боли. Он снял свою верхнюю одежду, чтобы намазать плечо пастой для исцеления травм. Вздох. С большим трудом я, наконец, сделал доброе дело, но я с этим покончу. Я действительно не подхожу на то, чтобы делать добрые дела. Я должен вернуться, чтобы разобрать мои магические техники. В следующий раз, когда я увижу его, я отомщу за этот инцидент, Хань Ли подумал с оттенком досады. Спустя некоторое время Хань Ли исполнилось 18 лет. В этот период времени секта Семи Тайн и банда одичавшего волка продолжали борьбу, пока они, наконец, не объявили друг другу войну. С тех пор несколько мелких стычек и больших столкновений вспыхнули на границе между двумя сторонами. Все ученики, в том числе и Хань Ли, пострадали от этих сражений, это заставило Хань Ли чувствовать бесконечное горе и скорбь. Большие часы за пределами долины гремели чаще, чем обычно, в результате увеличения количества травм, что дало Хань Ли возможность попрактиковать довольно много сложных лечебных методов, в результате чего он достиг большего прогресса в медицинских познаниях. Но даже с магическими руками Хань Ли, который, казалось, способен вернуть мертвого к жизни, было все еще немало высокопоставленных членов секты, которые скончались от полученных травм. Они либо погибли на поле боя, либо на обратном пути от линии фронта, даже не давая Хань Ли малейшей возможности спасти их жизнь. Было это также потому, что обе стороны представили своих юных вундеркиндов, которые теперь занимали посты погибших товарищей. Эти талантливые юноши включали Вуша Саньин Эрба от банды одичавшего волка и Шуансун Цзе из секты Семи Тайн. Ли Фэю также был среди этих талантливых молодых людей, потому что он лично обезглавил Цзи Чжан, получив, таким образом, почитаемую должность главы отдела внешних лезвий.
Ли Фэю уже мог считаться человеком с высоким авторитетом. Его отношения с Чжан Сюэр также быстро прогрессировали, уже даже проходили обсуждение брака. Зная о предстоящем браке, Хань Ли мог только вздохнуть. Кто мог знать, поступал ли Ли Фэю правильно? Ведь он не был Ли Фэю и не мог поставить себя на его место. Таким образом, Хань Ли не был способен принять решение о действиях Ли Фэю. Но Хань Ли предполагал, что ему бы не хватило мужества просить руку любимого человека, зная, что его смерть неизбежна. В результате Хань Ли мог только притвориться глухим и немым. Он знал, что независимо от того, как близко он был к Ли Фэю, есть определенная грань, которую он не мог пересечь. Ли Фэю был его хорошим другом, поэтому, конечно, Хань Ли должен уважать его выбор. Кроме того, недавно произошел чрезвычайно важный вопрос, который захватил большую часть его внимания. После бесчисленных неудач Хань Ли наконец-то научился использовать технику гравитационных полетов. Техника гравитационного полета была похожа на технику глаза Бога. Оба из них были дополнительными техниками и могли быть выполнены только на собственном теле, а не на других. Однако его практическая польза была значительно лучше техники глаза Бога. После использования техники гравитационного полета Хань Ли почувствовал, как его тело стало легким, как ласточка. Просто слегка постукивая носком по земле, он сумел взлететь на несколько десятков футов, не затрачивая ни малейших усилий. Кроме того, высокое чувство скорости полета по воздуху было настолько увлекательным, что Хань Ли дико бегал по долине 5 или 6 раз ежедневно. Помимо этой небольшой зависимости, он стал экспертом цигун. Конечно, это ускорение отличается от ускорения, которое достигается техникой движущихся дымовых шагов. Движущиеся дымовые шаги — это секретная техника секты, которая сделала невозможное возможным, используя обильное количество энергии, чтобы увеличить скорость на коротких дистанциях. Такая техника движения может раскрыть свой величайший потенциал только в узких пространствах. В отличие от нее, техника гравитационного полета постепенно использует магическую силу в небольших количествах во время ее выполнения, минимизируя нагрузку на организм. Хань Ли был способен работать долгое время без развития каких-либо симптомов, которые возникают, когда организм переживает сильный стресс. Кроме того, данная методика будет действовать, пока он не расходует всю магическую силу или когда он сам прекратит ее использование. Итак, техника гравитационных полетов является важным методом, который обычно используется у культиваторов низкого уровня при передвижениях по Земле. Глава 75. Использование магических техник. После того, как Хань Ли овладел техникой гравитационного полета, он стал еще более заинтригован скрытой мощью двух других техник, блокирующего душу талисмана и телекинеза, поэтому он потратил большое количество времени и энергии, надеясь на то, что однажды он сможет совершить внезапный прорыв, как это получилось с техникой гравитационных полетов, и получить озарение. Но потратив некоторое время на ценные исследования, Хань Ли обнаружил, что он не сможет использовать эти две техники. И это было не из-за внутреннего дефекта в теле, а потому, что его организм не был достаточно силен для них. Как описано в книге, блокирующего душу талисман был зачарованного типа, к которому нужно подготовиться заранее. Хань Ли использовал желтую бумагу, которую он купил в соседнем городке, и, следуя инструкциям книги, стал рисовать кистью картины. Хотя в книге не было описано, какие материалы должны быть использованы, чтобы создать талисман, он все время вспоминал оберег серебристого цвета доктора Мо. Он, естественно, также решил использовать драгоценный и роскошный серебряный порошок. Являлся ли этот материал верным или нет, Хань Ли не знал, но его талисманы выглядели в точности, как на иллюстрациях в книге. Какая жалость! Хотя и талисманы внешне выглядели одинаково, этого было недостаточно. Когда бы Хань Ли не проводил активацию, надпись на магическом талисмане не излучала ослепительный серебристый свет, который появлялся, когда доктор Мо использовал свой блокирующий душу талисман. После многих попыток другого результата не последовало. После интенсивной серии исследований о материалах, фольклора и магических приемов, Хань Ли наконец понял, что талисманы,
используемые культиваторами, не являются объектами, которые могут узнать простые смертные. Они были сделаны не из обычной бумаги и материалов, а из материалов, которые только культиваторы знают, как переработать в талисманы. Эти материалы могут быть найдены только в специальных местах только культиваторами. Именно из-за этого, хотя он выполнил заклинание правильно, он ни разу не сработало. Техника телекинеза подчиняется тому же правилу. Хань Ли думал, что сможет использовать технику телекинеза на любом предмете, какой бы он случайно ни выбрал. Он пробовал ее на обычных бытовых приборах, ножах, лезвиях, но ни одна попытка не увенчалась успехом. Но теперь, когда Хань Ли был более информирован, он, наконец, понял, что техника телекинеза может действовать только на объекты, которые были специально изготовлены для культиваторов. Она не будет работать на обычных предметах. В результате Хань Ли взял странные и причудливые вещи, которые он получил от доктора Мо, в том числе заманивающие душу часы с переменчивой душой и 7 серебряных ножей, используемых в технике 7 пожирающих душу, и использовал их в качестве средства для техники телекинеза. После нескольких попыток ни один предмет не подчинился технике. Это крайне разочаровало Хань Ли. Ни один из этих объектов не может быть использован для техники телекинеза, у него не было иного выбора, как остановиться до тех пор, пока он не найдет подходящий объект. Хань Ли знал, что его проблемой было отсутствие объектов для блокирующего душу талисмана и техники телекинеза, поэтому ему оставалось лишь переключить внимание на что-то другое. Он намеревался выучить другие секретные навыки боевых искусств и магические приемы для того, чтобы объединить их и увеличить свою силу, что поднимет его на новый уровень за сравнительно короткий период времени. После развлекательных диких мечтаний, Хань Ли вновь возобновил свои горькие и тяжелые тренировки. Он совершил несколько небольших достижений. После нескольких попыток он успешно объединил технику движущихся дымовых шагов и технику гравитационного полета. Хотя он и думал об этом как о слиянии, на самом деле это было просто техникой гравитационного полета с последующим эффектом движущихся дымовых шагов. Гармония и совместимость двух техник должны тщательно контролироваться, иначе легко произойдут ошибки. По этой причине Хань Ли потратил довольно много энергии и внимания на эти аспекты. Но только так он был в состоянии устранить недостатки техники гравитационного полета и тяжелого потребления энергии для техники движущихся дымовых шагов, постепенно совершенствуя обе методики. Он был как смесь молнии и огня, когда он непредсказуемо перемещался на другую локацию, появляясь и исчезая в разных местах. Вскоре после этого Хань Ли также получил представление о другой технике огненного шара. Как правило, человек может использовать собственную магию, чтобы запустить небольшой огненный шар в сторону противника. Хотя это было изначальной функцией техники, Хань Ли подумала, что это не предел. Эксперт по движению мог легко избежать небольшого огненного шара, который зависел от магической силы, что ограничивало возможности Хань Ли бороться в рукопашную против культиваторов Цзянху. Он мог бы использовать только половину энергии, что он изначально должен был потратить на использование техники огненного шара. Когда огненный шар появлялся, вместо того, чтобы сразу запускать, он мог просто контролировать его, как маленькое лезвие, пользуясь его разрушительной, непреодолимой силой. Хань Ли был уверен, что он мог легко убить любого соперника с его сильно модифицированной техникой. Полагаясь на свои новые козыри, Хань Ли мог наконец-то расслабиться, не беспокоясь о своих способностях. Он мог, наконец, быть достаточно уверенным, чтобы ехать в провинцию Лан для получения противоядия от яда в организме. В дополнение к совершенствованию своих техник, Хань Ли лечился драгоценными травами, он ел их, как закуски, чтобы достигнуть 8-го слоя стиля вечной весны и таким образом, позволяя его магической силе значительно возрасти. Даже исходя из интенсивности его магической силы, Хали превзошел Юй Чжитун в телесной форме, но в плане техники он все еще не мог себя с ним сравнивать. Когда Юй Чжитун культивировался в своем клане, он получал указания от старших и обменивался замечаниями со сверстниками. Он был гораздо сильнее, чем Хань Ли. Хань Ли не знал об этом, но даже если бы и знал, он бы не беспокоился.
Он не был достаточно высокомерен, чтобы верить, что изучение одного или двух основных магических приемов позволит ему конкурировать и стоять на ровном месте с другими культиваторами. Его нынешними врагами все еще были смертные, а не культиваторы Цзянху. В результате Хань Ли не был высокомерным, он просто наслаждался собственным успехом. Он как раз собирался найти повод уйти из секты Семи Тайн, когда банда одичавшего волка вдруг предложила провести мирные переговоры. Когда новость распространилась, это вызвало шум в секте Семи Тайн. В последних боях банда одичавшего волка взяла верх и постоянно давила на секту Семи Тайн. При таких обстоятельствах банда одичавшего волка могла захотеть участвовать в мирных переговорах. Не было ли в этом скрытого подвоха? Это вызвало подозрения у нескольких человек. В течение короткого периода времени решения о принятии и отказе от мирных переговоров многократно менялись в секте Семи Тайн. У всех членов секты были свои взгляды. Ли Фэй был среди тех, кто упорно отказывался. Те, кто был против мирных переговоров, и тех, кто поддерживал, озвучили свое мнение в равной оторванности от действительности. Ни одна сторона не может выйти из спора как явный победитель. В конце концов, лидеру секты Ван пришлось собрать волю в кулак и принять решение. Он заявил, что секта Семи Тайн проведет мирные переговоры, и если условия не будут слишком унизительны, то два тяжеловеса пожмут друг другу руки. Если условия будут неподходящими, они продолжат борьбу. Даже если бы такое ужасное решение не удовлетворило ни одну из сторон, это был единственный компромисс. Секта Семи Тайн вынуждена была поступить таким образом.